связи с грядущим реворком Джакса мы решили восполнить наше знание о лоре Джакса. В 22 году у него как раз вышла карточка и последователи в карточной игре Рунтера, которые значительно дополнили его историю, и мне есть чем с вами поделиться и что нового про него рассказать. Лор Джакса не такой простой, как может показаться. Взглянем на новый предоставленный Riot концепт и сравним с артом из легенд Рунтеры. Кажется, очень похоже. И меня это радует. Не знаю почему, но я ужасно балдею с его карточки в лоре и надеюсь, что Riot сохранит этот образ и в лиге. Я, конечно, не играю на топе, а если играю, то 0-10, но Джакс классный. И его история на самом деле одна из самых важных в мире Рунтеры. Она раскрывает ключевую историю Вознесенных, которые потом стали Даркинами, историю бездны, и все становится на свои места в понимании сложного и захватывающего лора Шуримы и Кати, моих любимых Даркинов, конечно же, и существ из бездны. Вместе с реворком было бы неплохо и фразы обновить у Джакса. У него слишком мало фраз. Как у Джарвана, Шиваны и так далее. Просто продолжите в комментариях, за кого у вас тоже болит душа. Будут ли Riot обновлять его фразы? Вот как было с Ари, Нидали и Варусом. Я надеюсь, что да. В игре Лор у Джакса другой актер озвучки, потому что актер озвучания Джакса в Лиге, Андрей Данилюк, к сожалению, умер. И голос Джакса принадлежит Сергею Чонишвили. Я надеюсь, я произнесла правильно, если что, простите. Итак, настоящее имя Джакса – Сайджакс Каил Рингс Кахари и Катун. Сложно, но это имя просто объясняет его род занятий, происхождение и включает в себя имена родителей. Сайджакс – это его полное имя, Каил – мама, Рингс – папа, Кахари – род деятельности и Икатун – происхождение. Вырос Сайджакс в той самой Икатии, в марионеточном государстве Шуримской империи. Некогда величественная и гордая Икатия была завоевана императором Шуримы. Правящий в Икатии на то время король Маг со своими верными воинами Кахари не смогли сдержать натиск захватчиков, а когда король Маг пал, все Кахари последовали за ним, совершив ритуальное самоубийство. Император Шуримы приказал выставить их тела на всеобщее обозрение, а тело короля Мага насадить на пику перед городскими воротами и оставить там гнить. Вот такая жестокая пасхалка от императора Шуримы. Отец Джакса лично видел эту жестокость и рассказывал своему маленькому сыну истории об этом. Это взрастило в Сайджаксе ненависть к подобной тирании и к завоевателям из Шуримы. Он посвятил свое детство и юношество, обучаясь владеть оружием разных видов. Спустя много столетий шуримского гнета в провинции Саабера на побережье Икатии случилось землетрясение. Эта катастрофа пробудила нечто, спавшее под землей, нечто темное и могущественное. Вероятно, оно могло бы справиться даже с вознесшимися, богоподобными воинами Шуримы. Сайджаксу поручили охранять отряд магов, занимающихся изучением неизвестной сущности, возникшей из недр земли после землетрясения. Эту сущность едва удавалось сдерживать с помощью зачарованного стихийного огня, горевшего в специальных посохах-светильниках. Когда экспедиция по изучению силы из глубин завершилась, Сайджакс сопроводил магов к совету Икатии, на котором рассказали, что могущество этой силы неосязаемо для простых смертных, и оно способно победить даже шуримских захватчиков с их богоподобной армией. Они нарекли эту силу бездной. Совет, в котором, кстати, состоял Зилиан, оценил возможности, которые открывала эта находка, и решил выступить против шуримской власти в Икатии и короновать нового короля-мага спустя столько лет гнета. А также возродить отряд Кахари, куда Джакс сразу вступил. В отряде он показывал отличные результаты, собственноручно сразив одного из вознесшихся. Чтобы вы понимали, это почти невозможно сделать для обычного человека – убить вознесшегося. Вознесшиеся были почти наравне с богами по силе да и живучести. Сейчас мы знаем, что они стали даркинами, среди которых есть Варус, Атрокс. Но так, мы не об этом. Икатия постепенно становилась независимой вновь. Люди были крайне этому рады, и в порывах радости уничтожали все, что связано с Шуримой. Убивали шуримских купцов, управленцев, жестоко наказывая и казня их на площадях. Отряд Кахари принимал к себе все больше добровольцев. Туда вступали не только опытные воины, но и обычные ремесленники, как вот, например, Ксамук, Варчой, Кахари и Катор. В общем, сложно. В рассказе «На руинах Икатии» именно от его лица ведется повествование, и он вспоминает о том, как выглядел Джакс.
Сайджакс, сердце всех Кахари, был бритоголовым гигантом с больной кожей, покрытой отметинами от перенесенного в детстве недуга и раздвоенной бородой, жесткие концы которой он покрывал белым мелом и воском. Раса Джакса также неизвестна, но он явно не человек, возможно, песчаный тролль. Эта теория имеет место быть только из-за его крупных размеров, 3 пальцев, странного цвета кожи. А еще он живет непомерно долго для простого смертного. Это все очень странно. Итак, люди Икатии постепенно отстраивали город, возводя разрушенные стены. Узнав об этом восстании, император Шуримы, кстати, какой именно неизвестно, скорее всего не Азир, не смог не отправить войска, чтобы придушить его. Джакс возглавил оборону Икатии в те дни вместе со своим старым другом Калгримом. Они разработали план по защите своей земли, в том числе план включал в себя использование сил бездны. Но каким образом, даже сам Джакс пока не знал. Этим занимались жрецы-маги в шатре, неподалеку, где должна была состояться битва. Вскоре армия Шуримы прибыла к месту сражения. На первый взгляд, все преимущество было у них. Тысячи хорошо вооруженных воинов, рабов, колесницы, пехота, кавалерия и, конечно же, в центре армии шли 9 вознесшихся. Они были гигантами в несколько десятков раз превышающих рост человека. Некоторые больше походили на людей, а некоторые совсем смахивали на животных, как, например, Насус и Раннингтон. Увидев множество шуримских войск, моральный дух икатийских бойцов пал, но Джакс вдохновил свой народ, напомнив им, что они сражаются ради свободы, ради Икатии. И войско снова держало строй. Сражение было невероятно кровавым и жестоким. В нем твое мастерство ничего не решало, лишь желание убивать и разрывать врагов вело тебя к победе. Но рабы, которые составляли большую часть армии Шуримы, не могли противостоять хорошо мотивированным воинам Икатии. И даже с количественным преимуществом обратились в бегство. В общем, менталка решает. Затем в битву вступили сами вознесшиеся. Они стали просто испепелять людей Джакса, давить их живьем. Увидев это, Сайджакс приказал отступить к стенам Икатии. Отступив, они увидели, как шатер, в котором были маги-жрецы, разразился взрывом, и под шуримцами стала дрожать земля. Из разлома начала сочиться та самая бездна. Эта безграничная сила сметала все на своем пути. Она буквально поедала тела людей и даже вознесшихся. Этот ужас не вселял в икатийцев особого ликования. Один из вознесшихся, похожий на птицу, которого тихоньку самого уже поедала бездна, взмыл в небо и попытался атаковать шатер, в котором маги проводили ритуал. Но юноша Аксамук помешал этому, выстрелив из лука стрелой с обсидиановым наконечником прямо в глаз полубожеству. Ритуал продолжился. Икатийские маги не учли тот факт, что сила бездны им не подчиняется, поэтому, уничтожив шуримскую армию, бездна не остановилась. И вмиг уничтожила и саму Икатию, начав поглощать ее сооружения и людей. Все, что так яро защищали Кахари, все погрузилось в бездну. Аксамук, юный Кахари, видел все это. Видел, как его родина буквально исчезает у него на глазах. Запрыгивая на скакуна, Джакс обратился к Аксамуку и велел ему уходить отсюда. Ведь Икатии больше нет, нужно выжить, иначе бездна поглотит все и вся. Но юноша отказался и остался там, где родился. А Джакс взял последний свет Икатии, заключенный в фонаре, и отправился из этих земель прочь. Он до сих пор использует его как оружие. Фонарь не только отпугивает бездну, но и придает Джаксу силу, с помощью которой он может прожить дольше, чем обычные икатийцы. Сайджакс убирает из своего имени все приставки, обозначающие его принадлежность к Икатии, и становится просто Джаксом. Теперь, путешествуя по Рунтаре, он ищет тех, кто смог бы присоединиться к нему. Он верит, что сможет возродить Кахари и сразиться с бездной, с кем-то или в одиночку. Джакс уверен, что эта битва точно состоится. Кстати говоря, сейчас ему больше 3500 лет. Риот показали нам на концепт-артах, как выглядят почти все персонажи под масками. Например, Джин, Зет, Шен и другие, а внешность Джакса остается загадкой. Джакс единственный, чье лицо под маской нам еще не показывали, поэтому я дала это описание нейросетям, чтобы они нарисовали мне Джакса. И вот что получилось. Мне кажется, даже похоже. Итак, Джаксу все-таки удалось собрать новую команду. Много веков назад родина Джакса досталась бездне. Теперь он бродит по Рунтере, собирая воинов с силой воли и неутолимой обидой, чтобы однажды выступить против жуткого врага. Команда Джакса состоит из очень разных харизматичных и даже уютных личностей,
которые вместе образуют такую интересную гармонию. Мне не терпится вам о ней рассказать. В поисках людей, которые могли бы присоединиться к нему, Джакс стоял на мосту, принадлежащем дому Лоран, частью которого является Фиора. Тем самым он вызвал дом Лоранов на дуэль. Победив многочисленных дематийских воинов, бойцов, дуэлянтов, Джакс сразился с самой Фиорой. Исход этого боя неизвестен, однако понятно, что оба выжили в столкновении. Любимая еда Джакса – яйца. Знакомая надпись на загрузочном экране, не так ли? Окей, сейчас это важно. Продолжая путешествовать по Рунтере, Джакс повстречал повара. Отслужив срок в дематийском войске, Бриши думал, что теперь-то он уйдет на покой, чтобы кухарить в тихой сельской таверне. Но мечту о покое разрушил Джакс всего-то одной потасовкой в той самой таверне, а также крайне нелестным отзывом о тамошних яйцах крутую. Тогда-то Бриши принял свою новую судьбу – прививать Джаксу хоть какой-то вкус. Ранее он был одним из военных поваров дематийской армии, и, видимо, Джакс познакомился с ним на границе между Фрейордом и Демасией, так как на его карточке видно, что он в заснеженной области сражается с разбойниками Когти Зимы, племени Сиджуани. А в Ионию Джакс попал нестандартным путем. Жизнь Триск перевернулась с ног на голову, когда она в последний раз, как ей тогда казалось, участвовала в состязании по рыбной ловле. Тогда ей случилось выудить барахтающегося Джакса. Сам он отказывается обсуждать тот случай, однако морское чудовище, от которого его спасла Триск, становится все больше с каждым ее пересказом той истории. А вот в Пилтовере Пэш и Джакс познакомились во время портовой потасовки, и их совместное бегство было скорее расчетливым компромиссом, нежели началом партнерства. Однако Пэш с тех пор сопровождает Джакса, потому что рядом с Джаксом все ломается. А сильнее доброй драки Пэш любит лишь одно, когда что-то поломалось и требует починки. С собой он носит подчинягу 5000. Я, кстати, прям отзываюсь на это слово, лол. Этот гайковерт – единственное, что успел прихватить Пэш, когда перебирался из Пилтовера в Билджуотер. Магии в нем нет, хотя, увидев, как Пэш им орудует, можно решить иначе. На его карточке он как раз делает средство передвижения – судно, кажется, на паровой тяге, на котором он и Джакс отправятся в Билджуотер. Но, судя по всему, в Билджуотере они никого с собой не прихватили. Далее Джакс побывал и на Таргоне. Он помог некому Часке спасти стадо от разъяренных созданий. А затем уже Часке пришлось спасать Джакса от разъяренных созданий. Теперь они путешествуют вместе, куда бы любого из них не занесло. Сражается Часка, конечно, с помощью пастушьего посоха. Вы могли решить, что пастуху не место на поле боя, однако его навыки там на удивление полезны. Достаточно лишь думать, что все сражающиеся – это овцы, которых нужно согнать в стадо. В Шуриме Джакс нашел Ферет. За первые пару недель совместного путешествия Джакс раз 30 спросил у Ферет, как ее зовут. Но каждый раз в ответ она рычала: «Я жница!» Бриши придумал обходной маневр. Он, понимаете ли, всего лишь приготовит призовой тортик, на котором нужно будет написать имя того, кто в их группе сильнее всех. Как вы понимаете, маневр удался. По пути группа Джакса вместе с Ферет оказались в неприятности. На них напали наездники на крокодилах, кажется, последователи Реннингтона. И стоило Ферет оказаться в опасности, как из ее амулета вырывается призрачный хранитель. Сама она ничего не помнит, и потому яростно все отрицает, когда спутники пытаются ей рассказать о произошедшем. Мне кажется, или это амулет Сумеречных островов. Интересно то, что свойство у карточки в игре эфемерность. Означает, что, появившись в бою, карточка умрет в следующем раунде. Но, кажется, именно этот амулет воскрешает ее снова, но с небольшим дебафом. Она теряет память. Как вы уже поняли, никто в группе Джакса не сражается обычным оружием. Оружие Бриши – это кастрюльки и сковородки, оружие Пэша – это подчиняга, оружие Триск – это удочка, а оружие Ферет – это грабли. Ферет говорит, что эти грабли сделала ей мать. Где именно мать нашла артефакт Древней Империи и зачем приделала его граблям, Ферет не уточняет. Вечерами за костром в столь длительном путешествии они рассказывали друг другу истории. Одной из них был икатийский миф. В легендах говорится, что изначальным владельцем золотой лопатки было морское чудище, то есть Урф, обладающее незаурядным мастерством кулинара. Это существо стремилось стать сильным и бесстрашным воином, подобным Джаксу.
Другие, более правдоподобные легенды о лопатке утверждают, что та первая легенда была полностью выдумана неким поваром, который очень любил понавешивать лапши. Этими же ночами Джакс видел несчетное число снов, в которых он сражался рядом с погибшими сородичами. В одних битвах они побеждали, в других проигрывали. Но главное, что они всегда были вместе. Бригада Джакса – это доказательство того, что целое может быть больше, чем сумма его частей. Тем не менее, Пэш придерживается другой философии. Иногда части сами по себе неплохи. В их команде есть еще один призрачный воин. Возможно, она всего лишь мираж. Возможно, она и ее люди происходят из далекой укромной деревушки. Она ничего не говорит о своих корнях, да и Джакс не спрашивает. Но когда она поднимается из песков, встает рядом с ним, они сражаются, обретая идеальную гармонию, беззвучную и необъяснимую. Когда Ферет отключается, другой воин берет ее оружие и продолжает бой. Это лучшее, что ты можешь сделать для павшего союзника. На заднем плане этой карточки мы можем видеть аллигатора и наездника, который снова напоминает мне последователей Реннингтона, с которыми Джакс и его бригада, видимо, столкнулись по пути в Икатию. В конце Джакс и его группа прибывают на руины Икатии. Под ногами Джакса мы можем даже разглядеть нечто, напоминающее мне существо из бездны по типу Велкоза или Рексай. Дали ли они отпор бездне снова? Как всегда, Риот оставляют концовку истории открытой, и нам остается только фантазировать, что было дальше. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось, вы узнали что-то новое, и потом вы будете рассказывать своему другу или подруге, которые тоже тащатся по лору, скажете, что у Почи услышали. В общем, не забывайте подписываться, если вам понравилось, и ставить лайки. Так я пойму, что контент вам заходит и надо продолжать. Кстати, этот ролик участвует в сезоне звезд от Рито. Я ни на что не намекаю, но давайте наберем актива. Всем спасибо и всем пока.